Здравствуйте! Для просмотра этого видео вы можете воспользоваться субтитрами на английском и русском языках. Меня зовут Юлия Проткова. Я художник по стеклу. Я хочу вам рассказать о своем проекте, который называется «Стеклянное стадо носорогов Дюрера». В моем стеклянном стаде 4 носорога. У каждого своя история и свой характер. Я хочу вам показать мою собственную технику работы со стеклом. Я называю этот процесс тюканье. Так я называю нанесение стеклянной пасты на поверхность стекла. Я наношу пасту, состоящую из стеклянной пудры и геля алоэ вера, на поверхность тонкой кисточкой. И дальше организую с помощью иголки частички пудры так, чтобы получились тонкие линии. Видео, которое я сняла, чтобы продемонстрировать вам процесс, 10-минутное. Я ускорила его в 50 раз. Представьте себе носорога. Представили? Это потому, что вы когда-то видели этого зверя. А вот Альбрехт Дюрер никогда носорога не видел. Он пользовался описаниями современников для создания своего носорога. Был 1515 год, и Дюрер создает шедевр. Насколько я понимаю, Дюрер создал дизайн носорога, а гравюру по дереву резали мастера. Вы только посмотрите на эту красоту, на это великолепие. Гравюра величиной 23,5 на 29,8 сантиметров. Я до сих пор не понимаю, как можно создать столько деталей на такой небольшой площади. Был июнь 2020 года. Создание носорога в стекле было моей навязчивой идеей. Мне очень нравилось сочетание 15-15-20-20. Я хотела успеть сделать хотя бы одного носорога до конца года. Но был карантин, закрытые границы, и у меня не было возможности купить стекло моей любимой фабрики Bullseye. И я, по совету сына, пошла в магазин цветного стекла и купила 2 куска стекла и банку темно-синей пудры. Это все, что нужно для создания носорога. Купила я стекло, с которым никогда раньше не работала, в фабрике Висмач, да еще и с другим коэффициентом расширения. «Авось получится», – подумала я, и начала на авось. Я назвала его Борзой, ведь он просто ворвался в мою жизнь. Когда я приступила к первому носорожику, я очень волновалась. И практически сразу стало ясно, что я буду не в состоянии точно воспроизвести дизайн. Я увеличила оригинал в 2 раза, и все равно у меня не получалось точно. Моя рука, хоть и привыкшая к тонкой работе, не могла взять нужную ноту, понимаете? Но я хотела сделать носорога и решила продолжить. Я также купила лупу на голову и работала с 2-кратным увеличением. Обратите внимание, что в голове носорога отсутствует нижняя губа. Я не могла ее сделать и отложила процесс до самого конца. Когда я приблизилась к созданию нижней части брюшка, я была в ужасе от тонкости деталей. Я натурально не знала до самого окончания работы, смогу ли я закончить носорога, получится ли он. Я себя чувствовала первопроходцем по неведомым просторам фантазии Альбрехта Дюрера. И, о чудо, я физически почувствовала, что мои линии становятся тоньше и изящнее, и я могу делать сложнейшие детали. Практически с самого начала я почувствовала, как носорог убирается. Мне очень тяжело давалась эта работа. Я подбадривала себя, говорила, что носорог мне попался с характером. Мне же не нужны бесхарактерные носороги. И вот носорог был закончен, и я придумала текст к работе. Он звучит следующим образом. Эта работа называется «Носорог номер 1».
Это воссоздание в стекле знаменитой гравюры по дереву носорог, созданной в 1515 году Альбрехтом Дюрером. Альбрехт Дюрер никогда не видел носорога. Этот дизайн – результат его воображения. Это работа дань уважения гению. Работа по стеклу и техника Юлии Протковой. Монреаль, Канада, 2020. Я сочла нужным также поставить свою монограмму. Я оставлю этот текст для 2 последующих носорогов. Будут меняться лишь их имена. За время работы над первым борзым носорогом я смогла найти нужное мне стекло в фабрике «Булзай». Я заказала оттенки, которые хотела. Мне не терпелось начать запланированного носорога девочку гранатового цвета на лиловом стекле. И я начала работать над девочкой, не закончив первого борзого. Я начала с огромным энтузиазмом. Я чувствовала, что мое мастерство позволяет делать гораздо более точную работу, чем в первом случае. Но девочка оказалась еще более упрямой. Дело в том, что выбранная мной пудра становится гранатовой лишь после запекания. До запекания она белесая, когда застывает, а когда с ней работаешь, она едва видна. К этому я была не готова. Мой энтузиазм угас, и девочка шла очень и очень тяжело. Я утверждаю, что это самый сложный по исполнению из всех созданных мной носорогов. Я работала практически вслепую, и в какой-то момент я думала забросить эту работу. То есть совсем, но стиснула зубы и продолжала. Таким образом, моя девочка-носорог особо с очень сложным характером. Я сделала несколько тестов и решила запекать девочку на высоких температурах, чтобы получить зеркальную поверхность. И у меня получилось идеально. Все мои работы, сделанные в стеклянной пудре, это разработка моей собственной техники рисунка стеклянной пудрой. Развиваю я свою технику с 2012 года, но стеклянное стадо носорогов Дюрера стоит особняком. Это вершина моей техники. Это самые сложные работы, которые я когда-либо делала. Это Эверест, чтобы вы понимали сложность и важность работы для меня. Завершила я девочку к середине декабря 2020 года. Вы знаете, когда я следовала стопами Альбрехта Дюрера в первый раз, я была первопроходцем. Во второй раз я уже помнила дорогу и шла почти вслепую. Сколько раз я теряла терпение и концентрацию. Этот путь сквозь носорога напоминал мне дальнюю дорогу, и ты идешь, устал, спотыкаешься, падаешь, снова встаешь и идешь. Почему я назвала носорогов девочка и мальчик, хотя они абсолютно идентичны? Ну вот такая у меня фантазия. Мне хотелось посмотреть, как будет себя вести носорог, если он зовется по-разному. И я оказалась права. У моей девочки очень сложный характер. Она упряма, капризна и прекрасна. Мальчик же не менее упрям. Я в него вложила бойцовский дух. Впрочем, все мои носороги имеют бойцовский характер. Следующим на моем пути появился носорог-мальчик. И если девочка была экспериментальной с точки зрения цветовой гаммы, то для мальчика я выбрала свой коронный номер – темно-синюю авантюриновую с искорками пудру на розовом фоне. И я опять начала с энтузиазмом. Мне казалось, ничто не может сломить меня сейчас. Но мальчик-носорог оказался не менее упрямым, чем свои собратья. Я понимала, что лучшей работы я не создавала во фьюзинге, что я попадаю в такт музыки Альбрехта Дюрера. Я уже прошла этот путь дважды. Чтобы разнообразить себе работу, я сделала контуры всего носорога-мальчика и штриховала без какой-то видимой системы, то здесь, то там.
Я отложила самый сложный участок, низ брюшка напоследок. Мне пришла в голову идея рассказать эту историю и сделать фильм. И я начала снимать видео своей работы над носорогом-мальчиком. На этих кадрах вы можете наблюдать процесс создания букв из кляксы стеклянной пасты. Вы знаете, я люблю писать тексты на своих работах, и я каждый раз завороженно смотрю, как образуются слова. Я пытаюсь показать вам волшебство. Кадры моей работы ускорены в 10 раз. Я запекла мальчика так, что можно почувствовать каждую черточку, каждый штрих, сделанный мной из стеклянной пудры. Вы знаете, я действительно считаю, что он бесподобен. Он мой прекрасный мальчик. Размер моих стеклянных носорогов 33 на 43 сантиметра. Повторюсь, это в 2 раза крупнее оригинала. На создание носорога первого ушло 4 месяца. Вторая девочка-носорог была также сделана за 4 месяца. А вот третий мальчик работался в течение полугода. И хотя я отвлекалась на другие проекты, я продолжала работу и над носорогом. Устала ли я от носорогов? Нет. Я по-прежнему в восторге от этой картинки. Перед тем, как я покажу вам свою мозаику, давайте я кратко суммирую все вышесказанное. Я воссоздала в стекле 3 носорогов Дюрера. Я наблюдала, как растет мое мастерство. Я пробиралась сквозь непроходимые дебри. Мне удалось. Я очень довольна и очень горда собой. Понимаете, тут очень тонкий момент. Если вы сами нарисуете рисунок, у вас есть гораздо большая степень свободы. В моей же работе точность исполнения играла очень важную роль. Мне хотелось, чтобы Альбрехту Дюреру понравились мои носороги. Они весомые, килограмма по 2 каждый. Их можно потрогать, погладить. Но я вам рассказала, что в моем стеклянном стаде 4 носорога, и я с удовольствием покажу вам свою мозаику, которая сделана в 2012 году. Мозаика называется «Пути воображения». Это мое первое знакомство с носорогом Дюрера. Размер мозаики 60 на 90 сантиметров. В заключение скажу, это был уникальный опыт. И я думаю еще об одном носороге. Оранжевом на васильковом фоне, но не сразу. Да здравствуют носороги Дюрера! Ура! Спасибо за внимание!